От самого товарища Чайбалсана. Значит, говорите, сгорел наш меч. Да, 1,5 года назад. Мне кажется, что в коллекции у Нестерова была копия этого меча. А по-моему, это называется не копия, а подделка. И что, специалист такого уровня, как Нестеров, не смог бы определить подделку? Он не специалист, он коллекционер. А это две больших разницы, как говаривали в Одессе. Но копии встречаются везде, даже в музеях. А может, он выдавал копию за настоящий. Тупик. Нет, еще одно действующее лицо этой истории есть. Жена покойного. Вот у меня к ней есть вопросы. Давайте-ка свяжемся с ней. А? Ой, простите. Можно? Да, Володь. Ага, сейчас. Простите. Ну, поговорили. Так значит, Нестерова Ксения Николаевна ваша дочь? Да. А что с ней? Нет, вы не переживайте, с ней все в порядке. Скажите, пожалуйста, а когда она в последний раз к вам приезжала? Да вот, позавчера только уехала к себе. Ну, в смысле, к мужу в Москву. Вы почему спрашиваете? Ее муж Лев Аркадьевич погиб. А как? Господи. Вы присядьте. Его убили еще до приезда Ксении, так что она жива, здорова, поэтому нам сейчас важны любые детали. Ну да, я поняла. Скажите, пожалуйста, когда Ксения приезжала, она вела себя как обычно? Может, говорила что-нибудь? Какое у нее настроение было? Да, все было как обычно, ничего такого я особенного не заметила. Ну, может быть, чуть более беспокойна была, чем всегда. А вы не спрашивали, почему? Нет, я спросила, конечно, но она сказала, что все хорошо, дальше еще лучше будет. Ага. И вон, что? Как все обернулось-то, Господи. Я уже для себя решила, как только закончу со всеми формальностями, сразу продам эту квартиру и перееду в другое место. Очень тяжело здесь находиться. А другие наследники есть? Насколько мне известно, нет. Что будете делать с коллекцией? Оставите? Зачем она мне? Лишнее напоминание о случившемся. Мне теперь тошно становится, если на глаза обычный нож попадается. Понятно. Нас интересует один вопрос. Когда в коллекции появился меч с дарственной Чайбалсана? Я не помню, но мне кажется, Лёва говорил 1,5 года или 2 назад, где-то так. Мы с ним в то время еще не были знакомы. Угу. Да. Привет, из Нижнего. Да, с уловом. У нас тут и мотив, и предполагаемый исполнитель. Угу, понял. Спасибо. Не могли бы рассказать поподробнее о вашей командировке в Санкт-Петербург? А что тут рассказывать? Обычная командировка. Ну, хотя бы то, как Санкт-Петербург превращается в Нижний Новгород. Или вы думали, что мы это не узнаем? Пытаемся распутать серьезное преступление. И думаете, такая подробность ускользнет из нашего внимания? У нас будет сын. Поздравляю. У тебя. Господи.
предал? Девочки, нельзя ли поподробнее? Ксения, рассказывайте. У меня есть сын. От парня, с которым я когда-то встречалась. Он меня бросил в тот самый момент, когда я ему сказала, что беременна. Его зовут Славик, ему сейчас 5 лет, и он живет в Нижнем с моей мамой. А ваш муж ничего не знал об этом, да? Мы когда с Левой познакомились, я ему ничего про сына не сказала. Ну, боялась, что это его отпугнет, а потом у нас с ним все так быстро закрутилось. Я думала, что вот завтра проснусь и все ему расскажу. Ну, Вы ездили к сыну, мужу говорили, что в командировке, да? да. Змейка с изумрудным глазком. Он возьми, дурак, и выиграй. Да. Да. Угу. Очень интересно. Понял. Спасибо. Люсь, можете на минутку? Да. Вы ей не верите? Что, есть ребенок? Верю. Нет, что она не причастна к убийству. Просто она скрыла, что отец ребенка некто Лазарчук, цирковой артист, воздушный гимнаст, паркурщик. В общем, человек, чьи способности выходят далеко за рамки обыкновенных, человеческих. Может по стенке ходить, по потолку бегать. О, какая интересная история. Лазарчук Михаил Ефимович, 1988 года рождения, родом в Боровичах, Беларусь. В Москве давно? Около года уже. В Нижнем что делали? Так я в Беларуси цирковой закончил, только в Россию перебрался, а в Нижнем работу предложили. Ксению Новикову знаете? Кто это? Ксения Новикова в замужестве Нестерова. Ксюха, что ли? Не, лет 5 уже, наверное, не виделся. Мы недавно звонили ей. Как вы объясните, что в детализации телефонных разговоров есть ее номер? Ну, звонил пару раз, но я с ней не виделся. Зачем звонили? Денег тянуть. Денег она вам не дала, но вариант предложила. В ночь на 14 апреля вы проникли в дом Нестеровых и убили ее супруга, правильно? Ой. А? Нет. Нет? Нет, это не я. А что вы делали в ночь на 14 апреля? Дома спал. Кто-нибудь может это подтвердить? Кошка. Значит, влип ты, Тибул. А вы в курсе вообще-то, что у вас сын есть? Да. И чё? Ничего. Ну и что думаешь, причастен к убийству? Не знаю. Но если даже не причастен, пусть посидит немножко в КПЗ, ему не помешает. Что значит посидит в КПЗ? Что значит не помешает? Откуда тебе такая жестокость? Он вообще-то на меня пялился. Вообще ничего не понимаю. А что, меня тоже в КПЗ? У вас нет. Коль, мне Иваныч к Лазарчуку послал, а мне надо одно дело проверить. Выручишь? Где он живет? Ну хорошо, схожу. Так и быть. Спасибо. Прогуляюсь. Новые туфли у вас, Александр? Со старыми дырками. Красивые. Спасибо. Марина, слушай, я тебе как раз ищу. Меня? Ну да. Ничего не перепутала? Мне нужна твоя помощь. Так, еще интересней. Одному моему другу нужно помочь установить отцовство. А я здесь при чем?
Нужно сделать анализ ДНК. Поможешь? Люсь, послушай. Ну, конечно, я тебе помогу. Да? Какие проблемы? Здорово. Это должно помочь сохранить семью. Но тем более, в таком случае мы обязаны это сделать. Пусть отец ребенка возьмет у него мазок. Это легко. Берешь ватную палочку, проводишь за щечкой у ребенка и кладешь в бумажный конверт. Не в полиэтиленовый. Угу. Я поняла. А сам отец должен прийти ко мне и сдать кровь. Хорошо. Я все передам, спасибо. Хорошо. Жду. Какая ж ты хитрая, а, Лиса? Кто я? Ага. Ну что ты? Я ангел. Прям мистика какая-то. Убийство в закрытой квартире. Ни хрена непонятно. Как он зашел, как он вышел. Через окно. Это понятно, но как? Пока не знаю. Есть у меня один спец, инженер, бывший форточник. Может, мы его по-тихому... Было бы здорово. Давай, Сань. Пока. Угу. Да. Алексей Иванович, я вот что подумала. Может, я съезжу туда, где Афанасий Петрович жил? Так дом-то сгорел, зачем? Вы же знаете, я объяснить не могу, но так нужно. Ну да, езжай, конечно. Да. Понятно. Ага. Понял. А соседи? Ага. Понял. Ну ладно, давай, до завтра. Чё? Да я все время про тетрадь вашего отца думаю. Может, мы попробуем восстановить из нее информацию? Ну, вы мне расскажите, какая она была. Может быть, вы помните, что в ней было написано, а я попробую увидеть. Ты знаешь, Люсь, я решил, что не надо. Почему? Ну, я так решил. Ну, почему? Ну, Люсь, по кочану. Все. Спасибо большое. Ну, Вы мне что, не доверяете? я просто не хочу вмешивать тебя в это дело. Понимаешь? Алексей Иванович, я же Все, помочь хочу. тема закрыта. Все. А что происходит здесь? Я пойду, да? Домой едешь? Да, у меня еще одна встреча и пойду. Нет. Ага. Привет. Привет. Получилось? Да, вот это Артемкин. Ватная палочка. В общем, все сделал, как ты сказал. Надя в курсе? Нет. Может, стоит ей сказать? Зачем? Будет результат, тогда и поговорим. Ладно. Пойдем. Тебе кровь сдать нужно. Ну вот, прижмите. Так, а что теперь? А дальше вы никому не рассказываете, что здесь было. Иначе меня уволят с работы. Это ясно? Ух ты.
Спасибо, что согласились помочь. Пожалуйста. Чао. До свидания. Да, Лев был хозяином этого клуба. Ну и занимался тут постоянно. Ксения мне сказала, что его дома зарубили. Вот странно. Мастер спорта по фехтованию, черный пояс по карате. И... Но это, понимаете, ничего не значит. Сколько молодых, амбициозных ребят на улице обычным ножом зарезали. А здесь катана. Это же меч. На него голыми руками-то не попрешь. Только ноги в руки и бежать. Ну да. Я тоже холодным оружием интересуюсь. Говорят, есть такой меч, ну, или катана, с дарственной надписью Чайбалсана. Вот интересно посмотреть на нее. Я вам больше скажу. Я его даже в руках держал. Да ладно. Да, ну, правда, это было в глубоком детстве. Был у меня сосед, это Серега. Так вот, у его деда Афанасия этот самый меч в чулане хранился под замком. Ну, мы-то молодые были, совсем еще шкиты. У них-то, кстати, вся семья в доме жила. Нас любопытство разбирало. Но дед Афанасий показывал меч только из своих рук. Боялся, порежемся. А где живет этот дед Афанасий? Хотелось бы посмотреть, ну хотя бы в руках подержать. Да там же, где и прежде, вот только взглянуть не удастся. Почему? Так я слышал, у деда Афанасия пожар случился. Вот они оба там и сгинули. Печальная история. Да, неприятно. Да? Лёш, ну где ты ходишь? Все утро тебя ищу. Иди сюда. Я провела экспертизу дарственной надписи с японского меча, и тут много странностей. Я уже привык к странностям в этом деле. Вот. Сама пластина, она из хорошего металла, но состав ее и гравировка современные. Ты тут? Просто Люся говорила о человеке, который выходил из пожара с мечом. То есть ты думаешь, что кто-то подменил настоящий меч на подделку? Ну, а почему нет? Когда я понимаю, что пожар произошел не от потушенной сигареты, дед не сам ударился головой об угол, его ударили, а и дом подожгли. И все это дело рук Льва Нестерова. Подожди, а кто тогда его зарубил? Ну, вот это вопрос. Лёш, а мы этот участок у родственников того деда приобрели. А он же после пожара был, тут все горело нафиг. Один фундамент он остался. Его из-за этого покупать никто не хотел. А у нас на другой просто денег не хватало. Год еще запах от стен был. я дом посмотрю, можно? Да, конечно, пойдемте. Я вам пока чай налью. Спасибо. Простите, я пойду. А как же чай? Мне пора, простите. Надеюсь, что в этот раз тебе правильный сон приснился. Все так и было. Да. Убийство было 2 года тому назад. Убийца старика Нестеров, если это, конечно, он. А вот кто убил Нестерова, загадка, и никаких зацепок у нас пока нет. Найдем убийцу старика, найдем и убийцу Нестерова. О, какие умные-то все стали. Как же я раньше без вас справлялся, даже не знаю. Ну, я все рассказала. Угу. Я пойду. Какая наглость, а? Люсь, Спасибо. пожалуйста.
Я должна похвастаться. Я начала встречаться. Такой мужчина. Какой? Необыкновенный. Ты знаешь, он такой внимательный. Хотя, казалось бы, совсем не от мира сего. Он словно излучает какой-то небесный свет. Такой романтик. С ним так интересно. Представляешь, он книжку о бабочках пишет, цветочки на улице пересаживает. И вместе с тем я чувствую в нем такую сталь, такой внутренний стержень, что у меня прям мурашки по коже. Он улицу только на зеленый свет переходит. И один по джунглям лазает. Ты влюбилась. Не говори ерунды. Просто он необыкновенный человек. Ты влюбилась. Я влюбилась. Да. Просто я первый раз в жизни почувствовала себя женщиной. Я тебе его сейчас покажу. Говори. Что? Ну, то, что ты увидела. Ничего. Люсенька, ты ведь совсем не умеешь врать. Это не очень удобное качество для жизни, но мне оно сейчас очень кстати. Говори, что ты увидела. Да это вообще ничего не значит. А давай ты скажешь, а я решу. Но я всего лишь увидела, что ему нужна крупная сумма денег. Альфонс. Марта. Альфонс. Ну нет, Марта. А я повелась. Но человеку всего лишь нужны деньги. Почему ты сразу решила, что он Альфонс? Пожалуйста, не делай выводы раньше времени. Алло? Эд? Здравствуй. У меня есть свое дело. Вот этот вот ресторан принадлежит мне. А еще я занимаюсь всякими разными инвестиционными проектами. Благотворительностью, ну, прочее, прочее, прочее. Попробуй. Мое любимое. А я не могу себе позволить. Почему? Ну, ты что, не видишь? Если честно, мне нравятся девушки в теле. Мне приятно это слышать. Ну, давай рискнем вместе. Вместе? Вместе давай рискнем. За компанию-то веселее. Как вкусно. Как жаль, что я никогда раньше этого не пробовала в собственном ресторане. Ну, я очень рад, что тебе понравилось. Я считаю, это хороший знак. А чем ты еще занимаешься? Ну, кроме того, что пишешь книгу. Честно? Угу. Без крестиков, без ноликов. Я готовлю экспедицию. Она необходима для завершения моей важной исследовательской работы. Ты уезжаешь? Да, на месяц. Джунгли? Самые, что ни на есть, дикие, безлюдные, опасные. Это, наверное, дорогое удовольствие, да? Ну, в общем, да. Оборудование очень дорогое. Много перелетов. Ну, проводники. А государство, сама знаешь. Я могу тебе помочь.
Привет. Привет. А кто это? Николай. Мы живем вместе. Пойдем. На секундочку, можно? Здравствуйте. Ну что ты не поздоровался с человеком? Мам, это вообще кто? Ну что, обиделся, что ли? Это аферист. Думаешь, Что, это телевизор не аферист, смотришь? мошенник, да? Ты что творишь вообще? Ты Да жена нет, пенсионера, нет. мама. Ты бы лучше узнал его поближе. Значит, Человек это будешь настоящий. водить всяких. Я жить хочу, дышать хочу, Леша. Про Ивана я все помню. Он еще и тапочки батина надел. Господи, ну и что? Вот так, мам, не стоптавший башмаков. Эх, ну как же ты... Ладно, Мама, Леша, ну не обижай меня. Ну я же женщина все-таки. Да я таких за километр чую, понимаешь, мама? Ты на морду на него смотри. Сейчас я с ним поговорю. Знаешь, я в Афгане понял одно правило. Никогда нельзя судить по обертке. Вот вроде стоит перед тобой солдат, одетый во все не по росту, замшелый, 3 слов связать не может. А потом в бою убивают его, не тебя. Потому что он тебя от пули загородил. Алексей. Николай. Знаешь, мне Люся про тебя много рассказывала. Не-не, только хорошее. Не, ну правда, правда. Я его прям насквозь вижу. Марта, объясни мне все нормально. Я дам ему денег. Ему нужны деньги. Вот я дам ему денег. Я открою под него фирму. Дам ему помощника, который будет заниматься бухгалтерией. А потом в последний момент отзову платеж. И он останется с кучей долгов и обязательств. Марта, что с тобой? Эдуард нормальный. Мало того, я чувствую, он хороший человек. Нормальный? Я не говорила, что он плохой. Только со мной его ждет облом. Вроде полувысох. Можно слезать? Твоя просьба выполнена, Люсенька? Ты, кажется, у нас медик? Сама разберешься? Конечно. Отлично. Спасибо. На здоровье. Готово, да? Да, вот результаты. Ну и что там? Посмотри. Прости, у меня просто встреча. Бежать надо. Зачем усы сбрил? Смешно. Здравствуйте. Твоя? Своя.
Людмила. Гриша. Григорий. Ну, пойдем посмотрим ваши окошки. Спец. Еще какой. Потапов! О, Ты помнишь, какой сегодня день? среда. Я не об этом! У тебя день рождения? Слушай, а может, за кого-нибудь другого выйду замуж, а? Например, тот, кто помнит, что у него через 2 недели свадьба, ничего не готово. Ни ресторана, ни костюма. Лишь бы ты была счастлива, любимая. Плохая шутка. Хорошо, зайдем. Когда? Завтра. Сегодня. Сегодня. Понял. Хороши. Такие впору президенту в бункер ставить. Нет, а лучше латиноамериканским диктаторам. Ни одна зараза не пролезет. Вы там ничего не сломаете? Обратно хоть соберете? Не беспокойтесь, дамочка, все будет тип-топ. Ай да умельцы, а? Никогда такого раньше не встречал. Дамочка, можете нас оставить с грязными полицейскими? Мы тут асфальт перетрем. Нет. Иди сюда. Вон, смотри, туда, вон. Видишь? Нет. То-то и оно. Поэтому ваши ничего и не увидели. А что они должны были там увидеть? Вот, 2 маленьких винтика, смотри, вот так вот, пшеница. Один вставляем, поворачиваем в эту сторону, а потом вот тут, вот другой винтик. В другую сторону. Оп! А? Понял? Снаружи, что ли? Снаружи. Снаружи. Скрытный ключ, ну, вот так вот, снаружи вставляет, тут поворачивает, здесь поворачиваем, оп, дверка открывается. Хорошо, что я тебя не закрыл. Ай да молодцы, а? Ай да умельцы, какая тонкая работа. Спасибо, что согласился встретиться. Что ты хотел? Прости. Все? Я давно хотел все это завершить, Так, понимаешь? понятно. Смотри сюда. Что это? Это результаты теста на отцовство. Вот. Артем мой сын. Тебя я, чтобы больше не видел. Володь, я... Где Потапов? Иваныч, Марине пошел. Конечно. Андрюк, идешь? Нет. Алексей Иванович,
Выяснили, как убийца проник в кабинет Нестерова. Ну, Мы так. ездили туда с инженером, он нашел механизм, который позволяет открыть форточку снаружи. Да ладно, эксперты смотрели, ничего не нашли. Хитрый механизм. Ага, изготовители, да? Мгм. Интересно, надо будет с ними поговорить. А Люся где? Кто из ваших специалистов занимался разработкой и установкой окон для семьи Нестеровых? А в чем, собственно, дело? Сережа, он наш ведущий специалист. Он мастер на все руки, он и дизайнер, он и разработчик, он и сборкой занимается. Пригласить? Непременно. Сергей Владленович. Владленович, Владимир Ленин? Так точно. Где служили? Горные стрелки. Капитан. Значит, вы меня поймете. Майор Потапов, уголовный розыск. Вы задержаны. Значит, деда Афанасия вы знали, да? Ну, а как же, сынок, не знала? Афанасия знала. Господи, царство небесное. Человек-то был какой замечательный. И в день пожара здесь были. Ну, а где ж? Конечно, здесь. Вот я как из окошка дым-то увидала, так и побежала сразу. Знаете, натерпелись только в этот день. Ужас какой. Они замечали, может, в гости к нему кто приезжал, люди заходили. В гости-то был. Приезжал мужчина, рыбак. Еще это самое, ну, это не нашинский. Нашинский-то мы всех знаем. А это чужой какой-то. А когда еще до пожара-то он и уехал. А почему вы думаете, что рыбак? Как почему думаю? Ну вы же раки все такое, чтобы нет с собой, куда кладете удочки-то. Ой, я и запомнила. Я и милиционеру сказала, что это не наш, что это чужой человек пришел. А посмотрите. Ну, вы знаете, вроде похож. Ой, рожа какая-то наглая. Ладно, спасибо большое. Пойдем проведаем рыбака. Ну, до свидания, сынок. До свидания. Я деда Афанасия боготворил. Это лучший человек, которого я видел в своей жизни. За что вы убили Нестерова? Я сначала тоже думал, что дед погиб случайно, по своей неосторожности. Но потом я понял, что это не так. Как вы поняли, что меч находится у Нестерова? Я увидел меч на выставке, которую организовало посольство Монголии. Она была посвящена событиям при Халхинголе. Как вы узнали об этом мероприятии? Как вы вообще туда попали? Так организаторы выслали приглашение, всем родственникам ветеранов. Отец не пошел, ему это не интересно, а я с удовольствием. И там я увидел меч, который принадлежал деду. И внизу была надпись, что меч любезно предоставлен неким коллекционером Нестеровым Львом Аркадьевичем. Я вспомнил, что дед в последнее время жаловался, что его доставал некий настырный коллекционер Лёва. И я понял, что деда убили за эту железяку. Пожар, конечно, подстроили, и про подкинутые подделки я тоже понял. А у вас завидная выдержка. Долго готовились? Я, конечно, сначала был разгневан. Я присматривался, узнавал его привычки, какие-то интересы. И я понял, что он маниакально просто одержим безопасностью своей коллекции. И тогда я ему в ящик кинул наш рекламный проспект. Сейфовые окна, гарантия безопасности. Он клюнул. Вот эту систему с замком, который открывается снаружи, вы придумали? Я. Талантливо. Я, конечно, присматривался, пытался понять привычки. И когда прошло достаточно времени, я решил действовать. Я дождался того момента, когда он был один. Жена уехала. Я просто не хотел, чтобы кто-нибудь пострадал. И это было наше с ним дело.
Скажите, а у вас друг детства, Альберт, вы давно с ним виделись? С Альбертом? Да давно, лет 10, наверное. А почему вы спрашиваете? Да так. Можно вопрос? Как вы на меня вышли? Ну, здесь не дети работают. Я не преступник. Хотя вы, конечно же, считаете иначе. Это было возмездие. Это было убийство. Хладнокровное убийство. Коллекционер даже не знал, что погиб ваш дед. Как вы узнали? Я же говорю, здесь не дети работают. Понятно. Главные поставщики информации бабушки, которые сидят у подъезда. Нужно просто уметь с ними разговаривать. Так просто. Так просто. Альберт? Куда? Куда? Шагай! Поведайте нам эту историю самурая и его любимого меча. Не лишайте нас такого удовольствия. Итак. Да, я знал, как Левка сильно хочет заполучить этот меч. Но дед уперся. И вы решили посодействовать. Но я надеялся, что дед Афанасий меня вспомнит. Мальчишка, я часто бывал в их доме. Вот я и решил, что мне будет проще с ним договориться. А после того, как Афанасий Петрович отказался договариваться, вы придумали эту историю с подменой. Да. Ну, замок у него на двери был довольно хлюпенький, поэтому мне не составило проблем войти. Но Афанасий Петрович вернулся, так? Забыл что-то. А когда меня увидел, сразу все понял. Накинулся на меня. Зачем его убивать-то было? Да не убивал я его. Просто оттолкнул. Это случайность. А он головой ударился и умер. А кому охота в тюрьму? Вот я дом поджег и ушел. Меч продали Льву? Да. Он еще так обрадовался. Денег мне сверху насыпал. Он так и не понял, как меч попал в ваши руки. Но он думал, что я его выкупил. Слушайте, вам вообще все равно было? Ну, когда вы старика убивали? Да не хотел я его убивать. Просто оттолкнул. Это случайность. Он старый был. Неловко головой ударился. И умер. Он просто потерял сознание. Умер он от другого. Вы сожгли его живьем. Он умер от ожогов и удушья. А это совсем другая статья. Ну что ж, мы с тобой молодцы. И не надо дуться. Я принял единственное правильное решение. Все. Значит, мое мнение не учитывается вообще, да?
это мнение учитывается, но я все-таки начальник. Значит, вот так вопрос ставится. Ну, как по-другому. Да никак. Все. Послушай, хочешь шаманить? Давай, шамань. Давай. Что, прямо сейчас, что ли? Да. А Нет, чего ну, тянуть? Ну, Садитесь. давай. Рассказывайте. Что рассказывать? Как вы нашли эту тетрадь? На антресолях рылся. Угу. Нашел портфель, там была тетрадь. Какая она была? Коричневая, с надписью «Ленинград», с защелкой. С застежкой. Угу. А бумага какого цвета? Бумага уже желтая такая, старая. А ручка? Ну, чернила. Какие? Синяя, шариковая. Шариковые. Ага, понял. Хорошо. Не могу. Ну и хорошо. Нет, Как-нибудь в следующий раз. Подождите. Посидите вот так, пожалуйста. Вроде все правильно. Я даже не понимаю, как ты это делаешь. Ну что, молодцы. Честно говоря, не ожидал, что вот так это дело быстро раскрутите. Что это? Да... Это так... Ну что, одобряю. Молодцы.